Активируй режим победителя. Адреналин Раш. Значит, Александр Хитров пригласил меня ответить на какие-то каверзные вопросы для контента Рухаба. Так как наши мальчики тренируются, отдуваюсь за медийку, теперь в команде я. Они не каверзные. Хорошо. Это очень хорошие вопросы. Давай сначала я задам тебе вопрос, Александр. Давай. Ты уже успел пообщаться с Роджером? Не на только. камеру. На камеру, да. Да. Как Свободно. тебе наш Володька на камеру в интервью? Он очень тихо говорит, это вот нашему звукорежиссеру бросилось в глаза. Он супер уверен в себе. И мне кажется, что это вот игрок, который, знаешь, у меня были вопросы про его друзей, там команда Клифф, олдскульная, ну ты знаешь, да, когда он играл еще в стаке, по сути дела, там, сколько, 3 года назад, около того. Он помнит ребят, он с ними общается, и, может быть, сейчас много денег выиграл, будем честны, да, огромное количество денег. Слава, Virtus.pro на вершине, помнишь, да, вот эту картинку, где Virtus.pro на вершине горы? И Мерс еще. Мерс выиграл, кстати, да, мы тоже об этом общались, и вообще не изменился. Вот мы с ним познакомились на прошлом инте, прошел практически год, волна успехов, и все, вот просто обычный парень. Сашка не врет. Нет. Роджер. 15-летней себе. 15-летней себе я бы сказала замуж за дочку, потому что Даша человек, который постоянно находится рядом с Virtus.pro. Большая честь. Даже больше, чем я порой. Иногда. Как ведут себя ребята на турнире? Я работала составом по Counter-Strike и составом по Досе. И те отличные ребята, у меня к ним ни претензий, ничего, очень самостоятельные, приятные. Капризничают? Нет. Дотеры обычно ничего не просят, обычно все отдают: телефоны, кошельки, карточки. Спрашивают, не надо ли? Когда власти человека обычно в руках бывает. Было такое, что у тебя в руках телефон Рамзеса, а там ему кто-то пишет, а у тебя соблазн, ты хочешь посмотреть, а кто там? У меня обычно карманы полные телефонов, поэтому на адреналине у кого-то очень сильно, да, там названивали, по-моему, это и был Рамзес, вот. Но я не имею права, поэтому... Расскажи людям, которые не знают, почему все так любят, когда ты находишься с нашей командой рядом. Секрет, я приношу удачу. Ходят слухи, что почти 100% винрейт. Не точно, Но это не точно. но это не точно. 80 может быть. Я просто не понимаю. Проблема заключается в том, Сколько эта мышка прошла? Алло. Чем труднее обучение, тем легче. Я в карт пойду, а вы? Что, ты ничего не можешь делать? мне кажется, Virtus.pro сейчас находится в таком моральном состоянии, их очень сложно обыграть. Вот этот командный дух, который всегда на высоте, все это видно и по камерам, и просто по отношению внутри команды, как ты сегодня отмечал, вот Fly to Moon, ребята тоже, которые здорово общаются, это сказывается на результатах. Все-таки это немаловажная часть в профессиональной доте, чтобы внутри коллектива царила такая атмосфера. Давай мясо вот. мясо на углях, твердая семерка. Ну, 8, Твердая Вы семерка. чё? 5. Нет, королевская креветка 5, мясо на углях семерка, твердо. Давайте острый чили. 4 сыра, это 8. Острый чили, на попробуй. После чили я не пробовал. Малой, залазь! Малой! Мечта. Не, еще чипсов давайте. Давайте. Чипсы заканчиваются. Вот. О, это Прингл. Можно больше чипсов? Не надо. Да почему не надо? Да уничтожьте его полностью. Засыпьте. Чипсов. Мне засыпьте. Ноги засыпьте. У меня все ноги жирные. Вот реально душика дадим? Дима, С нами не пойдешь?
Друзья, перед вами человек, который своими буквально руками создает турнир «Эпицентр» и практически все, что с ним связано. Максим, расскажи нам, пожалуйста, как Virtus.pro ведут себя на групповом этапе? Все хорошо, ведут себя отлично, как всегда, выигрывают. Главное, что выигрывают, поскольку мы, естественно, болеем за наших. Вот. Никаких проблем с их стороны не было, надеюсь, что им тоже все нравится. Ты можешь примерно вспомнить на всех турнирах «Эпицентр» по доте и вот предположить, сколько будет на этом в количество фанатов Virtus.pro? Слушай, ну смотри, вчера за прошедшим вечером сюда пришло ко входу, туда, куда мы не скажем, пришло порядка 200-220 человек тотал за несколько часов. То есть это как бы даже не на стадион. Я думаю, что на стадионе будет больше половины фанатов точно, учитывая, как они играют, еще и сомневающиеся примкнут. Ну, в общем, у нас будет медвежий стадион. Ты можешь какую-то информацию для фанатов Virtus.pro, которые смотрят наш YouTube-канал, но что-то, может быть, не знают о грядущих активностях, рассказать сейчас? Могу сказать, что из того, что мы видим, игроки настолько серьезно готовятся к матчам и относятся к матчам, что я даже не вижу шансов, чтобы они не взяли этот мажор. А для самих фанатов что мы приготовили? Вы приготовили? Ну, во-первых, это, конечно, большая развлекательная зона на Эпицентре. То есть с 4 по 6 мая можно будет поиграть, посмотреть, выиграть призы. И, естественно, будет очень много доты. И, как мы надеемся, и как мы в это верим, с участием Virtus.pro на всех стадиях. Вот. Ну и главное, что мы приготовили, это, конечно, совершенно потрясающую, роскошную сцену и шоу. Поэтому все, кто сможет, обязательно приходите. И мы обязательно вам покажем, если вы вдруг не сможете приехать, эту сцену во влогах наших прекрасных. Спасибо, Максим. Спасибо. Не могу нормально есть. Я фанат команды Fly to Moon. Бодечка, Айрат, Сашенька, Ноуфир, Андрей, Флайчик и Нонграта, не знаю как зовут. Лучшая команда в мире. Да, по 2-0 ликвида. Я же сейчас сижу. Что сейчас было? Был бы у него еще один койл, он бы убил всех. Знаете, иногда захожу на канал Virtus.pro и смотрю комментарии, и смотрю, там пишут: Яну верните на канал, Янка лучше. И вот поэтому мы Машу уволили, и сегодня влоги буду вести я. Короче, на самом деле просто сейчас начинается матч Нави Virtus.pro, и мы с Яной выясним, кто лучше будет защищать свой тег. Маш, мы же тебя... Пойдем. Я готова. На кону честь организации Ян. Так, а эту-то, подожди, а эту-то хреновину как захватывать? Не пойму. Ой, вот так. Пару раз играла. Ой, я что-то делаю красивое. Так, я выиграла, все. Первый раунд за мной. Пошумим. Тут такое противостояние. Ах ты. Кажется, у тебя что-то треснуло. Что-то треснуло? Пару раз. Я не помню, как у него супер ноги. Как ты это сделала-то? Слева. Сюда. Ой, ЗВП. это что такое? Смотри. Какого хера? Я чистила. Что это происходит? Как можно выбраться из этого? Почему у тебя есть ульта в этой игре? У меня ее не существует. Потому что у меня она, по-моему, легче набирается. Пусть пацаны просто выясняют отношения, и они найдут сегодня Согласна. сильнейшую. А у нас такие все чиксы А у равные. нас силы равны, да, силы равны, мы поняли это. Поехали. Лех, нам с этапицы сказали идти. Я за. Я дал фору просто. Все под контролем. Тебе 3 хватит? 3. Ладно, ты понимаешь, что ты продул бы все равно. Конечно. После таких тренерских перестановок... Ой, прости. Я же смотрел, старался. Вот спонсоры наши. И свап, отличный. Моментально стирает Нуана. Его не будет еще 45 секунд. Пора ломать шмотки. Настало время. Именно сейчас. ГГ, да ладно! Ничего себе! Вот это поворот!
Но я думаю, самый сложный момент для нас это драфт, скорее всего, потому что как бы композиция линии немного поменялась из-за недавних матчей. Мы еще не успели подготовиться. В общем-то, сейчас мы, собственно, этим занимаемся. В основном я общаюсь с тремя. Это Леша, Роджер и Рамсес. Скажи, пожалуйста, у всех ли команд вообще, которые здесь на турнире представлены, есть аналитики? И если они есть у всех, то как вы общаетесь между собой? Не общаетесь ли вообще? Вообще у многих есть. Там у Нави есть, есть у ЕГЭ. В общем-то, я большинство я знаю, некоторых, может, не знаю, но мы так не особо общаемся. Вот, например, оптики, они знали, что выйдет Течес еще за неделю. И то, что там, например, Дарксира забафают. Из-за этого там 33-й неделю играл на Дарксире, готовится к турнирам до патча. Потом ППД пригнал своего брата, который топ-1 там в мире на Течесе, учит Зая. Есть там у ССС тоже, как я знаю, знакомые, которые ему подсказали Пангольера задрачивать перед Даком. В общем-то, машина, дико идет, собственно. Колонка же по регламенту не запрещена, правильно? Все, продали. Кич, но это ты сам знаешь. Да бедная. Самое интересное убрал. Это же прелесть. Пожелаю стесняшка, я буду. И радует то, что ВП наконец-то вернулись. То есть мы видим не вот тех рафлящих ВП в первые 2 дня, которые бегают, что-то там не могут выиграть, там 60, 70, 80 минут, какая-то возня. Они просто взяли и выиграли за 31 минуту. Тех, кто, по-моему, сегодня утром был фаворитом, был топ-1 в этой группе. Валера, мур-мур, мур, я Валера. Я Валера, мур-мур-мур, я Валера. Я Валера, мур-мур-мур, я Валера. Я Валера, мур-мур-мур,